Giorgio Aldani Editore и Touring Club Italiano представляют производство ICG. Прекрасная Италия. Компания. Мы побываем на Капри и на полуострове Соренто. Увидим пляжи, побережья, обрывы и древние замки Искья. Отправимся в Неаполь и посмотрим на захватывающий дух вулкан Везувий. Посетим рыбацкие деревушки, прикоснемся к известным традициям и откроем секреты Неаполитанского залива. От острова Искья до Каподимонте. Множество веков внушительный силуэт Везувия возвышается над Неаполем и над усеянным островами заливом. Везувий возник 35 тысяч лет назад в результате мощнейших извержений и землетрясений. Но он не единственное свидетельство вулканической активности в регионе. Искья, один из островов в Неаполитанском заливе, состоит из застывшей лавы. В XV веке от Искьи до скалистого островка выстроили мост, где на вершине построили замок, в нем стали жить династии, правящие Кампанией. Необычный тропический сад окружает виллу, принадлежавшую Уильяму Уолтону, одному из известных английских композиторов XX века. В конце 40-х он влюбился в Искью и, женившись, переехал сюда. Уолтон прославился своими произведениями в стиле классики и джаза в 20-х годах. Я из Аргентины, а Уильям приехал в Буэнос-Айрес на международную конференцию Общества авторских прав. Когда он увидел меня, то понятия не имел, говорю я по-английски или нет, но подошел и сказал: «Вы, наверное, удивитесь, но я собираюсь жениться на вас». Сегодня в саду виллы Уолтона растут 3000 видов тропических растений. Сад занимает почти 2 гектара и украшен прудами, ручьями и фонтанами, которые прекрасно подходят для обитания водных растений. Уолтон нанял ландшафтного дизайнера для создания сада. На побережье острова длиной в 34 километра чередуются небольшие города и нетронутая природа. Кристальное море ласкает пляжи и укромные бухты. Когда-то Сант'Анджело был рыбацкой деревней, но с развитием туризма он превратился в эксклюзивный курорт. С приходом вечера под открытым небом открываются бары и начинается праздник. Искья славится термальными спа. От вулканической активности остались горячие источники. Воды в них обладают удивительными целебными свойствами, о которых известно уже более 2000 лет.
Во многих центрах открыты салоны красоты и здоровья. В десятках горячих бассейнов бьют сотни источников. В некоторых из них температура не падает даже зимой. Многие спа названы в честь древних богов, что свидетельствует о богатой истории вод Искьи. Скалистый берег сменяют широкие песчаные пляжи, такие как Моронти. Обширные виноградники растут на склонах горы Эпомео, которая возвышается в центре острова. Летом туристы оставляют машины на материке. Автобусы и местные такси катают посетителей по узким улицам острова, а из Неаполя часто ходят быстрые паромы. Менее модный и не такой известный остров Прочида встречается на пути к Искьи. Ярко выкрашенные дома рыбаков создают традиционную радушную атмосферу. Жители Марина делла Коричелла не забывают о древних рыболовецких традициях Прочиды. Здесь ничего не меняется. Это тихая и уютная деревня, где жизнь тесно связана с лодками, стоящими на берегу или ушедшими в море. На протяжении сотен лет все занятия местных людей связаны с морем. Если бы не сочные пастельные тона обласканных солнцем домов, Ля Коричелла выглядела бы как выцветшая старая фотография, на которой дети играют на улице, а рыбаки чинят свои сети. Che va? Stiamo facendo noi. Già stagnare. Stagnare. На закате рыбаки на небольших лодках отправляются в море. Они вернутся завтра с сетями полными кефали, сарго, окуней и сардин, которых позже приготовят их жены. В течение года на Прочиде проходят различные гастрономические праздники. Во время таких гуляний, наряду с блюдами из морепродуктов, можно отведать местные лимоны, хлеб и вино. Покинув остров Прочида, мы возвращаемся к материку, в залив Поццуоли, где у небольшой бухты стоит замок Ди-Байя. Крепость была построена в 15 веке, но еще в античные времена здесь находилась римская вилла, которая по преданию принадлежала Юлию Цезарю. Считалось, что вилла являлась признаком богатства и власти. В вулканическом кратере, недалеко от города Байя, находится ипподром Аньяно. Здесь, так же как и на Искьи, римляне наслаждались термальными источниками. В Поццуоле они построили огромный амфитеатр, третий по величине после Колизея и арены в Капуа.
Здесь соревновались и римские гладиаторы, и футболисты из Неаполя, а зрители громогласно аплодировали мастерству Марадонны. Рионе-Терра в Пацуоле считается одним из самых древних торговых портов римлян. В ходе раскопок, являющихся частью более крупного реставрационного проекта, археологи обнаружили крупный метрополис с мощенными улицами, дворцы и храмы которого были построены из туфа и мрамора. Археологический парк Пацуоли находится в районе Кампи-Флегреи у вулкана Сальфатара. Район Кампи-Флегрея обязан своим названием греческому слову, означающему «горение» или «вулканическая активность». В районе большинство кратеров потухли, но почва в Сальфатаре все еще дымится. В 20 веке залив Пацуоли был развивающейся промышленной зоной, и лишь недавно он снова стал популярен у туристов. Сегодня на месте фабрик открылся город науки, крупный научный и технологический центр. Детям нравятся такие познавательные экскурсии. La parte che non si è appannata è quella formata con le... Благодаря удивительным экспонатам, город науки стал самым крупным интерактивным музеем Италии. Обучение детей – один из многих способов рассказать людям о достижениях ученых, наряду с выставками, экскурсиями и полиэкранными экспозициями. Сложные законы физики, например, гидродинамика, становятся простой и занятной игрой. В городе науки есть место не только для юности. В залах выставлены изобретения, значительно повлиявшие на наш образ жизни, от первого радио до новейших компьютерных разработок. В заливе Пацуоли находится остров Нисида, и его форма повторяет кратер вулкана, из которого он образовался. С одной стороны, остров граничит с Неаполитанским заливом, но его волшебный ландшафт совсем не похож на городской пейзаж Неаполя. Здесь можно погулять по набережной Позилиппо, пройтись по улицам рыбацкой деревни Марикьяра или окунуться в море. Когда-то рыбаки держали здесь лодки. Сегодня же в деревнях Позилиппо и Марикьяра много пешеходных дорожек и ресторанов. Предместья столицы напоминают пейзажи с картин неаполитанских художников, на которых здания отражаются в воде. Вдоль улицы Карачуло, связывающей остров с материком, вытянулся нормандский замок Дель-Ово. Неаполь славится своей красотой и особенно образом жизни, который стал собирательным символом, присущим итальянцам, славящимся кипучей энергией и прекрасной кухней. Что такое неаполитанский кофе? Неаполитанский кофе – основа культуры Неаполя. Неаполь не может жить без кофе. В Неаполе ценят качество. Нельзя представить Неаполь без кофе, и наоборот, кофе без Неаполя. В XIII веке Карл I Анжуйский захотел новый дворец больших размеров и ближе к центру.
и он построил Кастель Нуово. Позднее его назвали Маскио Анджоино. 5 его мощных башен расположились напротив ворот. За дворцом находится галерея Умберто Прима и известная полукруглая площадь Дель Плебисцито. Горожане помнят свои традиции. Что такое неаполитанская пицца? Для меня это круг теста из воды, муки, дрожжей и соли, запеченный на дровах. Далее полное разнообразие: маргарита, маринаро и так далее. На последней странице нашей старой книги рецептов написано, что у неаполитанской пиццы нет автора, нет владельца. Это плод фантазии неаполитанцев. В историческом центре расположена галерея Умберто Примо, элегантное строение из стали и стекла. В здании конца XIX века много кафе и магазинов. Галерея имитирует парижский стиль и является популярным местом, где встречаются художники, поэты и музыканты. В витринах сверкают изящные драгоценности и бижутерия, созданные в лучших традициях итальянских ювелиров. В некотором смысле история нашей компании – это история города Торре-дель-Греко у подножия Везувия, известного в мире благодаря украшениям из кораллов. Мы начали работать при Бурбонах в середине XIX века и сразу набрали размах, поставляя украшения ко двору великих князей. И все это благодаря художественному таланту моих предков, особенно моего деда Джузеппе и моего отца Джузеппе, которые делали драгоценности для королей. Украшения из кораллов имели огромный успех. В XVIII веке более 200 лодок из Торре-дель-Греко занимались сбором этого ценного живого материала. Напротив галереи стоит самый известный театр Неаполя – Сан-Карло. Его балетная школа высоко ценится в Италии и во всем мире. Но прежде всего Сан-Карло – это храм оперы. Он один из самых старых оперных театров с очень большим зрительным залом. В начале XIX века здесь прошли премьеры таких опер, как «Моисей и Дева озера» Россини, «Лючия делла Мирмур» Доницетти и «Альзира» Верди. Сегодня, как и прежде, лучшие мастера из мира музыки и искусства сохраняют престиж Сан-Карло. Театр много гастролирует по миру, и в его репертуар входят такие известные шедевры всех времен, как «Отелло» Верди. Длинный проспект Спокан-Наполи разделяет старый город пополам.
Тоже название и у этого района с шахматным порядком улиц. Здесь любят работать такие современные художники, как, например, Лелло Эспозито. Большинство своих скульптур он создал под впечатлением традиционных масок Пульчинеллы. На картинах Лелло Эспозито изображены неаполитанские символы, но его Пульчинелла не ест спагетти и не играет на мандолине. Это скорее символ меняющегося города. Город, который полон контрастов, но в то же время не забывающий о традициях. В сегодняшнем Неаполе Пульчинелла и другие маски вдохновляют не только художников, но и ремесленников. Весь Неаполь просто пропитан творчеством, а ремесленники уже веками изготавливают презепи или вертепы. Изначально это были сложные композиции на церковные темы, но сейчас популярны и фигурки знаменитостей. Неаполитанские вертепы изготавливают не только на Рождество. Если вы пройдетесь по аллеям и площадям, то сможете купить их во многих магазинах. В городе священное соседствует с мирским, например, церкви и торговые лотки. Этот алтарь мог бы стоять и в церкви, если бы не был создан в честь героя футбола Диего Армандо Марадоны. Футбол – основная тема для разговоров на улицах и площадях. Местная команда – это практически святые, и трудно найти человека, который не следил бы за их играми на стадионе или по телевизору. Все говорят о футболе и футболистах, а молодежь, так же как их отцы, устраивает дворовые матчи. Говорят, что уличный футбол появился уже в средние века. Громче всего горожане общаются на рынках. А выкрики торговцев звучат как песня. Шампань, шампань. В Неаполе более 240 культовых сооружений. Церкви, часовни, мужские и женские монастыри есть и в старых, и в новых кварталах. Например, в квартале Рионе Санита царят искусство и история. Церковь Ди Санта-Мария делла Санита была построена в XVII веке на катакомбах, которым не менее 1500 лет. Район Рионе Санита находится у подножия холма Капо-ди-Монте. Это была небольшая деревушка, но в XVII веке король Испании Карл III из династии Бурбонов открыл здесь фарфоровый завод. Тогда же построили и Королевский дворец, где разместилась его коллекция шедевров. Сегодня во дворце Карла III находится музей Капо-ди-Монте, где проводятся очень престижные выставки и культовые мероприятия. В его собрание входят работы таких великих художников, как Тициан и Рафаэль.
В коллекции также есть картина Питера Брейгеля-старшего «Мизантроп» и шедевр Караваджо «Бичевание Христа». На протяжении 300 лет дворец Каподимонте радует роскошью, изящной мебелью и залами, украшенными фарфором. Наше путешествие по Неаполю и заливу заканчивается в одном из самых элегантных особняков. Этот дворец смотрит с вершины холма на город, великую средиземноморскую столицу. Это стоит увидеть и почувствовать, ведь каждый проведенный здесь день – настоящий праздник красоты и изящества. Производство компании ICG International Cine Group. Музыка RTI Music. Исполнительный продюсер Джанни Кайл. Режиссер Эмилио Уберти. Оператор Лука Энрико Фантини. Автор текста Элиза Монафо. Фильм переведен и озвучен компанией «Первый ТВЧ», 2010 год.